Друзья, помните, мы рассказывали про опоссума, который постоянно орет? Причем без дела. Если нет, то ищите его на канале. А сегодня мы будем вас расстраивать. А быть может и веселить, потому что есть животное, которое орет намного круче американского приспособленца. Встречайте тасманийского дьявола, он же тасманийский дьявол, сумчатый дьявол или сумчатый черт. Млекопитающее семейство хищных сумчатых. Единственный вид своего рода. Его черная окраска, огромная пасть с острыми зубами, зловещие ночные крики и свирепый нрав дали первым европейским поселенцам вполне ожидаемое основание прозвать этого коренастого хищника дьяволом. Греческое название этого сумчатого дьяволенка переводится как «любитель плоти». Генетический анализ же показал близкое родство тасманийского дьявола с кволами. Это такая милая сумчатая куница. И более далекое родство с вымершим сумчатым волком телоцином. В настоящее время сумчатый дьявол водится только на острове Тасмания, хотя раньше он населял и материковую часть Австралии. С материка он исчез примерно 600 лет назад, еще за 400 лет до появления в Австралии первых европейцев. Предполагается, что прогнали его оттуда собаки динго и местные аборигены, которые жуть как боялись его ночных воплей. В Тасмании же европейские поселенцы также безжалостно истребляли сумчатых чертей, поскольку те разоряли курятники. В результате, по мере освоения острова, дьявол отступал все дальше в неосвоенные лесные и горные районы Тасмании. Его численность неуклонно сокращалась, пока в 1941 году охота на него не была официально запрещена. Сейчас же тасманийские дьяволы снова в тренде и вполне обычны в центральных, северных и западных частях острова, на территориях, отведенных под овечьи пастбища, а также в национальных парках Тасмании. Тасманийский дьявол самый крупный из современных сумчатых хищников. Это плотное и приземистое дьявольское создание, размером с небольшую собаку, однако тяжелым телосложением и темной окраской, больше напоминающей миниатюрного мишку. Длина его тела до 80 см, размер хвоста до 30 см. Размеры тела зависят от возраста, места обитания и питания. Самцы крупнее самочек, весят до 12 кг, при высоте в холке до 30 сантиметров. В общем, хорошая такая плотная крыска получается. Тело у тасманийского дьявола неуклюжее и массивное. Конечности сильные, укороченные. Передние лапы чуть длиннее задних, что очень не характерно для сумчатых. Голова непропорционально велика, хвост короткий и толстый. В нем у тасманийского дьявола откладываются запасы жира. Несмотря на свое нечестивое прозвище, сам сумчатый чертик выглядит весьма нелепо. Грузное тело, огромная голова и тонкие лапы. Образ, не вселяющий большого страха. Но мы-то знаем, что дьявол в деталях. Поэтому он у нашего гостя кроется не в сумке, а во рту. Во-первых, как и все хищные сумчатые, пасть этот черт распахивает чуть ли не на все 180 градусов. А зубы этого дьяволенка похожи на зубы гиены, ибо они отлично приспособлены для того, чтобы дробить и перемалывать кости. Поэтому от жертвы сатанинского сыночка мало что остается. Во-вторых, сила укуса зверя просто невероятна. Несмотря на размеры, кусь зверюги способен посоревноваться по мощности с самыми злобными хищниками. Этот дьявол, очень прожорливый. Его суточная норма пищи равна 15% от веса тела. Сумчатый черт питается мелкими и средними млекопитающими, птицами, а также насекомыми, змеями, амфибиями, съедобными корнями и клубнями растений. Часто бродит по берегам водоемов, находя и поедая лягушек и раков, а на побережье мелких обитателей моря, выброшенных на берег. Нападая на добычу, сумчатый легко ломает ей позвоночник или даже череп. Кстати, чтобы догнать и покусать свою жертву, дьявол способен развить скорость до 12 км в час. Однако большую часть добычи сумчатый дьявол получает в виде падали. Используя свое развитое обоняние, он находит и пожирает любые трупы, от рыб до павших овец
овец и коров, причем предпочитают уже разложившееся тухлое червивое мясо. Вполне возможно, раньше тасманийский дьявол доедал падаль, оставшуюся от трапез вымершего сумчатого волка. Сейчас же он нередко отбивает добычу у сумчатых куниц, квол. Вкусняшку с червячками он всегда поедает целиком, вместе со шкурой и костями. Как падальщики, кстати, сумчатые дьяволы играют очень важную роль в тасманийской экосистеме. В частности, они снижают опасность заражения овец мясными мухами, так как убирают падаль, в которой развиваются личинки. Кроме прожорливости, дьявол отличается неразборчивостью в пище. Например, в его экскрементах находили иглы ехидны, кусочки резины, серебряную фольгу, куски кожаных ботинок и сбруи, посудные полотенца и непереваренные морковки и початки кукурузы. Дьяволы не территориальны, однако имеют определенные владения, которые обходят по ночам в поисках добычи. Их площадь составляет от 8 до 20 квадратных километров, и владения разных животных пересекаются. Тасманийские дьяволы ведут строго одиночный образ жизни. Единственная ситуация, когда несколько дьяволов собираются вместе, это совместное пожирание крупной добычи. Трапеза сопровождается иерархическими стычками и громким шумом, порой слышным за несколько километров. Сумчатый дьявол орет как резаный и издает большое количество устрашающих звуков, от монотонного рычания, глухого покашливания до жутких пронзительных криков, создавших ему дурную репутацию. Однако даже черти бывают встревожены последними новостями, и тогда они, подобно скунсам, издают сильный неприятный запах. Но умеют ли дьяволы любить? Умеют, но тоже весьма своеобразно. Если у нас предварительные ласки – это проявление нежности, то у дьяволов это жестокие игрища. На протяжении 3 дней самец сражается с самочкой за право на продолжение рода. Причем дамочка весьма агрессивно дает понять дьявольски приставучему мужчинке, что она сильно против. Добившись же своего, дьявол быстро покидает свою дьяволицу, а уже спустя 20 дней у нее появятся маленькие исчадия ада. Крохотные дьяволята уже с рождения учатся ненавидеть себе подобных, ибо на 20 детенышей, которые приносит самочка, приходится всего 4 соска. И лишь самые быстрые, сильные дьяволы удостаиваются жизни. Сумку же малышня покидает к 4-му месяцу, а уже через год черти готовы к размножению. Казалось бы, врагов у дьявола быть не может. А нет, в 90-е годы 20 века на голову дьяволов обрушилось проклятие. Среди популяции распространился вирус, по эффекту чем-то напоминающий рак. Сначала разбухает рот, но через время опухоль занимает всю морду животного, перекрывая ему глаза и нос. Животные умирают не из-за болезни как таковой, а от голодной смерти или удушья. По расчетам, вирус погубил половину популяции. Только сейчас ситуация становится лучше, несмотря на то, что лекарство от вируса до сих пор не найдено. Просто спустя многие поколения организм дьяволов научился бороться с болезнью. Исследования показали, что их ДНК помогает вырабатывать антитела, потенциально устойчивые к раку, что делает их интересными для медицины. Кстати, сейчас тасманийских дьяволов начали возвращать на материковую Австралию, где их отсутствие привело к резкому росту популяции лис и кошек, угрожающих местной сумчатой фауне. Несмотря на свирепость, даже взрослые сумчатые дьяволы поддаются приручению. Их можно держать как домашних животных. А вы хотели бы личного домашнего дьяволенка, исполнителя желаний? Пишите в комментариях. А для тех, кто долгое время с нами и кто хочет поддержать развитие канала, можете перейти на платформы Boosty и Patreon по ссылкам в описании. Там видео будет появляться раньше и без рекламы, а возможно и видео, которых не будет на платформе YouTube. Надеемся, что вы цените наш труд. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какое бы животное вы хотели бы увидеть в следующем видео. И делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!